Я вам уже показывал, как делать разного стиля и рода превьюшечки для ваших видео. В этом видео будет немножечко другое. Мы разберемся, как не допускать ошибки в создании превью и как добиться правильной превьюшки, скажем так, чтобы на нее хотелось людям нажать. Погнали! Почему превьюшки это важно? Это то, благодаря чему люди будут приходить на ваше видео. Это первое, что они увидят, а именно картинку для видео. Если они будут искать информацию в интернете и по запросу выдастся ваше видео, они будут решать, нажать на ваше видео или нет, потому какое у вас название у видео и какое превью. В основном второе, конечно же. И уже сделав из этого выводы, они поймут, нажимать на ваше видео или нет. Поэтому превьюшки это довольно важно. И многие из вас почему-то этим пренебрегают. И сегодня я вам скажу, как не допускать ошибки в создании превью и что нужно сделать до того, как начать создавать само превью. Кстати говоря, если вы хотите записывать игровые видео или делать стримы по играм, то я знаю, что вам поможет. Streamlabs OBS — это идеальная программа для стриминга и записи игровых видео. В нее уже встроено все, что вам нужно. Встроен донат, встроены тысячи бесплатных тем и оформлений для ваших стримов. В эту программу сразу встроен чат и возможность работать в ней как в студии. Кроме того, по заверению разработчиков, эта программа работает куда лучше, чем OBS или XSplit. Она меньше лагает и нагружает ПК, поэтому подойдет и для слабых компьютеров тоже. И это лишь малый процент от всех возможностей данной программы. Поэтому, если ты хотел заниматься игровым контентом, ссылочка на Streamlabs OBS будет в описании. Я сам пользуюсь этой программой и тебе советую ее скачать по ссылочке в описании. Пройдемся по нескольким пунктам, которые нам нужно будет разобрать. Первое. Это вам нужно определить тему видео. Какая у вас будет тема для видео? Если у вас уже записано видео, это сделать довольно просто. У меня же это немного наоборот. Превьюшки для видео я делаю еще до того, как у меня видео само сделано. Да, это, наверное, странно, не знаю. Но я люблю делать превьюшки, поэтому делаю их до начала снятия самого видоса. У меня уже на будущее видео есть несколько превьюшек сразу же. Поэтому определитесь с темой для видео. Это важно. Это позволит вам узнать, что будет на нем расположено, какие персонажи или какие черты вы должны будете указать именно при создании самой превьюшки. Поэтому первое, это определите тему вашего видео. Второе, вам нужно определиться с названием вашего видео. Да, название это тоже важно. Вы скажете почему? Потому что название и превьюшка должна немножко отличаться. Например, если у вас видео называется «Невероятные приключения Уолтера Митти», просто в голову пришло, то вам не нужно указывать полное вот это вот название, полный текст у себя на превьюшке. На превьюшке вы можете указать другой текст. Например, если у меня туториал по созданию крутого превью, я просто напишу типа крутое превью и так далее и тому подобное. Я не буду писать полностью, как сделать крутое превью в фотошопе на превьюшке. Вам нужно указывать как можно меньше текста на самом превью и указывать только самый главный текст на превьюшке. Желательно, чтобы он также отличался от названия видео, чтобы люди смотрели название видео и превьюшка это название, грубо говоря, дополняла. Например, название видео сделали невероятный трюк в GTA 5, а на превьюшке вы показываете сам этот трюк, парочку каких-то стрелочек прикольных, кликбейтных и так далее. Название и превьюшки должны друг друга дополнять, но ни в коем случае не повторять друг друга, потому что если будут они один в один друг дружку повторять, это как-то странно и полного понимания картины, о чем же видео будет, может как бы не получиться. Поэтому опять же, мой вам совет, делайте именно так. Далее, вам нужно определиться, что у вас будет за стиль работы именно в плане 3D или 2D, потому что это тоже довольно важно. Вам нужно определиться, делать ли 2D текст в фотошопе, либо делать 3D текст в Cinema 4D, делать ли каких-то персонажей в 3D, моделировать что-то или нет. Это довольно важно, поскольку 2D превьюшки и 3D превьюшки создают разное впечатление у зрителей. 2D превью выглядит намного строже, чем 3D превью. 3D превьюшки все время выглядят более такими, не знаю, развлекающими, продающими себя, что ли. То есть, если правильно подойти к решению вопроса, все превьюшки смотрятся довольно неплохо. Вам лишь нужно определиться, сразу делать текст в Cinema 4D или чем-то другом, либо же просто делать все в фотошопе, в 2D. Вот. А уже определившись 2D или 3D, мы должны перейти к, скажем так, следующему пункту. Следующий пункт будет создание и использование главного объекта или персонажа на превьюшке. То есть, если у вас есть ваше превью, у вас есть какие-то идеи по превьюшке, у вас должен быть какой-то главный объект, на который люди должны обращать внимание. Если у вас, опять же, GTA 5 и какой-то крутой трюк вы сделали, вы должны показать стрелочками, показать выделением цвета или как-то еще то, что главный объект
человек находится вот здесь. То, что вот на превьюшке именно вот, не знаю, главный какой-то персонаж является именно главным. Если вы делаете туториал по фотошопу, укажите, что это именно туториал по фотошопу, указав, какой эффект вы делаете и так далее. Вам нужно выделить с правой части превьюшки или с левой части превьюшки главного персонажа вашего видео. И это будет, соответственно, намного лучше, чем если персонажа вообще не будет. На многих превьюшках делается именно так. Акцентируется внимание именно на персонажа и на текст. Или текст его просто дополняет. Поэтому определитесь с тем, какого персонажа использовать. У меня, например, на превьюшке, которую вы видите сегодня, использован персонаж из Detroit Become Human. Потому что я хотел выделить именно слово персонаж как реально персонаж. И поставить персонажа из видеоигры к себе на превьюшку. Обычно же я использую что-то, что связано с темой для видео. Использую логотипы программ, либо использую скриншоты из программ, либо все сразу, либо просто что-нибудь интересное придумываю. Поэтому не забудьте определиться с персонажем или каким-то предметом, который будет ваше видео символизировать. После того, как вы выбрали персонажа, вам нужно посмотреть на ваше превью. Если вы его уже сделали, как-то более-менее скомпоновали, посмотрите, не засорено ли оно, не сделали ли вы слишком много эффектов и так далее, не добавили ли вы слишком много надписей, потому что обычно есть такие штуки, как засоренное превью, и ты на это смотришь, и тебе становится очень-очень грустно. Человек написал прохождение The Elder Scrolls Skyrim 5, справа надпись какая-нибудь бах, бум, таракан, не знаю, любые надписи везде понаставлял, логотип понаставлял, свой логотип вставил, персонажей напихал как можно больше. Чуваки, этого будет банально не видно, это будет не читаться, и превьюшка будет выглядеть очень мусорно, как и добавление огромного количества текста. Если вы добавляете много текста, много персонажей или чего-то еще, становится очень-очень-очень странно в этом плане. Вы смотрите на превьюшку, вы видите полное мусорное собрание всего и вся, и не очень хочется поэтому нажимать. Выглядит это очень убого. Чтобы сделать хорошую нарезку персонажей или хороший подбор текста, нужно постараться, иначе ваша превьюшка будет выглядеть очень мусорно. Поэтому опять же, не засоряйте превью всяким разным шлаком. Или, если вы уже сделали превью, которое на ваш взгляд засорено, поудаляйте лишние эффекты, перемещайте персонажей где-нибудь по-другому и так далее. Следующий пункт — это как делать персонажа и ваш текст видимым. О чем это я говорю? Если вы делаете текст, вам нужно его выделять. И если вы делаете персонажа, вам нужно сделать так, чтобы его было видно. Запомните, когда вы работаете в фотошопе, вы видите довольно большую превьюшку. Но когда вы зальете это превью к себе на YouTube канал, у вас это превью уменьшится примерно раз в 20, наверное. И оно будет куда меньше, чем у вас в вашем фотошопе. Поэтому вам нужно сделать как можно больший текст и как можно большего персонажа, чтобы четко было видно и то, и другое. Плюс, если вы делаете персонажа какого-то отдельно и текст какой-то отдельно, вам нужно их выделить, а именно отделить от заднего плана. Для текста идеальный вариант будет это сделать на нем тень и внутреннее свечение. Вы делаете тень на тексте, делаете внутреннее свечение такого же цвета, который у вас и текст, и ваш текст будет этим самым выделяться с заднего плана. Это идеально работает с 3D текстом, потому что 3D текст бывает сливается хорошо с фоном, если вы подобрали неправильно цвета. О цветах мы еще поговорим. В таких ситуациях спасает тень и внутреннее свечение. Можно добавить также глянец, и все будет у вас хорошо. С персонажем то же самое. Чтобы выделить персонажа, вам нужно сделать обводочку или внутреннюю обводочку и тень. Это позволит отделить персонажа от заднего плана. Из-за тени будет создаваться ощущение перспективы, и вы такие типа: вот, у нас главные персонажи — это текст и сам персонаж, а фон — это лишь фон, они никак с дружкой не связаны особо. Поэтому вам нужно правильно к этому всему подходить. Понятно? Думаю, да. Далее. Вы все более-менее сделали. Я лично, когда делаю превьюшку, особо с цветами не заморачиваюсь. Вы не подумайте. Я сначала делаю превьюшку, а потом подгоняю цвета. То есть, допустим, я делаю месиво из персонажа, из текста и так далее, накидываю фоны и потом подгоняю все по цветам. Ну, когда как на самом деле, но зачастую именно так. То есть я нажимаю Ctrl и русскую G, если в фотошопе, и с помощью ползунков насыщенности, яркости и цветового тона настраиваю все цвета. Это делать довольно просто. Вы настраиваете все примерно в одних тонах, делаете так, чтобы это все более-менее выделялось. Допустим, опять же, использовать лучше на превьюшке всего лишь пару цветов. Не использовать всю палитру, иначе это может немножко, скажем так, убить глаза. Вы можете использовать хорошее сочетание цветов. Кстати говоря, насчет сочетания цветов. Вбейте в поиске хорошее сочетание цветов или сочетание цветов и посмотрите, какие цвета с друг дружкой хорошо сочетаются, и используйте их на вашей превьюшке. Примером хороших сочетаний будет, например, не знаю, там белый и синий, оранжевый, черный и так далее и тому подобное. Благодаря хорошему сочетанию цветов вы сможете получить хорошую композицию, которая
будет смотреться довольно хорошо, вместо того, чтобы добавлять туда огромное количество разных цветов, которые будут выедать людям глаза. Используйте до 3 главных цветов в вашей работе. Также я видел часто комментарии о том, что мы не можем сохранить превьюшку, потому что, не получается, ой, она видит слишком много. Чуваки, если вы сделали превьюшку, вам нужно ее сохранить, у вас несколько вариантов. Самый первый и самый простой — это нажать файл, сохранить для веб и сохраняйте для веб. Тогда ваша картинка сохранится в разрешении HD. И вес данного файла, данной превьюшки, будет очень маленьким, и вы сможете его поставить на вашу превьюшку. Это самый простой вариант. Самый вариант, который не такой простой, это вы сохраняете ваше изображение в JPEG в максимальном качестве. Сохранив его, вы закрываете Photoshop или вы закрываете файл, который вы сохранили. После этого открываете его снова в Photoshop и сохраняете еще раз. Таким образом, размер файла уменьшается где-то примерно в 4 раза. Это тоже рабочий способ. Или просто сохраняйте в PNG формате. Бывает, PNG-шечки весят меньше, чем JPEG. Так что сами определяйтесь с тем, как сохранять превьюшечки. Так что определяйте сами, как сохранять превью. Но не забывайте о том, что ваша превьюшка должна быть 16:9. То есть HD, Full HD, там, не знаю, 4К, 480p, она должна быть пропорция 16:9. Иначе она будет смотреться как-то странно. Поэтому не забывайте с этим правильно работать. А так, на самом деле, это более-менее все. Мы просто разобрали ошибки людей, которые делают превьюшки, и как нужно делать превьюшки. Если вы хотите мне сказать что, чувак, это не туториал по превью, что за фигня? Пишите в комментариях, что хотите туториал новый по превьюшкам. Я сделаю новый туториал по превьюшкам. Просто у меня их уже довольно много, и я решил просто подобрать ошибки, о которых мне люди писали и так далее. Ошибки, которые я лично видел на YouTube, и о них вам рассказать, чтобы вы их избегали и никогда к себе не применяли. Поэтому, если вы хотите новый туториал по созданию превьюшек в любом стиле, главное, чтобы вам это было интересно, напишите об этом в комментариях, тогда я сделаю из этого вывод и сделаю новое видео по поводу того, как делать превьюшки именно как-то круто в фотошопе, либо в Cinema 4D, либо и там, либо что-то еще. Важно узнать ваше мнение. Если вам это интересно, опять же пишите об этом в комментариях. Это будет за место кодового слова. Просто напишите, хотите ли вы видео по превьюшкам или нет. И если хотите, то какое? Про какие превьюшки вам рассказать? Возможно, вы хотите, чтобы я рассказал, как делать превьюшки другой ютубер. Тогда тоже об этом пишите. И я проанализирую комментарии и сделаю вывод, делать ли новый туториал по превьюшкам или нет. И если делать, то на какую тематику, может рассказать, как делает какой-то другой ютубер, может что-то уникальное придумать и так далее. Поэтому с вас комментарий об этом. Более того, если вы досмотрели видео до самого конца, не забудьте поставить лайк на это видео, мне будет очень приятно. С вас лайк, комментарий и подписка на канал, если вы этого еще не сделали. Огромное спасибо тебе за просмотр, мне было приятно, что ты составил мне компанию при создании и при записи этого видео. Также не забывай скачивать Streamlabs OBS по ссылочке в описании. Я сам пользуюсь этой программой, для записи видео подходит хорошо, для стриминга подходит еще лучше. Поэтому ссылочка на Streamlabs OBS будет в описании. Скачивай, пользуйся и спасибо тебе за это. Слева прикольный видос, справа прикольный видос, а посередине кнопочка, которая позволит тебе подписаться на мой канал. Адиос, амигос.